Дорогие друзья, добрый день. Это «Школа жизни пациента на перитонеальном диализе» с Виталием Андреевичем Бердинским. Добрый день, Виталий Андреевич. Здравствуйте. Виталий Андреевич, можно я вам задам вопрос? Кашель – это опасное явление для пациента на перитонеальном диализе? Естественно, как и для любого человека, да, кашель не является нормой. Для наших пациентов постоянный хронический кашель, да, может привести к такому осложнению, как развитие какой-либо грыжи. Да, что помешает, да? Что помешает проведению нормальных процедур. Да, поэтому наличие кашля хронического у нашего пациента требует диагностики. Да, какое заболевание приводит к этому кашлю и естественному лечению. Остро возникший кашель, да, сопровождающийся, например, повышением температуры тела, слабостью, да, сейчас в условиях пандемии может означать совсем другое, да, и требует немедленной диагностики и лечения, да. Поэтому всем пациентам, да, находящимся на любом виде заместительной почечной терапии, мы рекомендуем немедленное обследование в плане наличия новой коронавирусной инфекции, да, и при ее подтверждении, естественно, госпитализации и лечения. Виталий Андреевич, почему диализные пациенты очень сильно подвержены и очень много пострадало от коронавируса? Потому что у наших пациентов, у всех на фоне хронической почечной недостаточности формируется, к сожалению, вторичный иммунодефицит. То есть это очень ослабленные люди, которым нужно, беречься, можно беречься, и все равно ты не знаешь, да, в какой момент это может с тобой случиться. Скажите, сегодня много говорят о вакцинации, многие боятся, и многие главные специалисты рекомендуют как меньше из зол. Что думаете вы? Для наших пациентов, для всех наших пациентов, и находящихся и на гемодиализе, на перитонеальном диализе и после трансплантации почки, вакцинация не противопоказана, а наоборот показана, да, потому что она может защитить наших пациентов от гибели. Да, потому что, к сожалению, до сих пор активность вируса сохраняется, да, и вакцинация может спасти наших пациентов. Она не опасна, да, и осложнений каких-либо многих пациентов мы уже вакцинировали и после пересадки почки, да, и на перитонеальном, и на гемодиализе. Пациенты перенесли ее хорошо, осложнений каких-либо не было. Еще такой вопрос возникает. Есть ли практика, много сейчас говорят об осложнениях после прививки, есть ли практика приема каких-то препаратов во время прививки, до введения прививки, после каких-то таких защитных? Возможно, при появлении каких-то таких продромальных явлений, то есть незначительное повышение температуры там, после вакцинации, там, скажем, прием каких-то жаропонижающих, парацетамол или аспирин. Не более того, да? Да, этого бывает достаточно. Спасибо большое, Виталий Андреевич. Мы говорили сегодня о правилах и особой опасности ковид-инфекции для пациентов диализных и о том, что прививка, скорее всего, единственное средство спасения. До новых встреч. До свидания.